Здравствуйте! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И сегодня мы посвящаем наш выпуск тренировке грудных мышц. Поехали! Андрей и Виталик закончили кардиоразминку. Сейчас они проводят суставную разминку, разомнут плечи, локти, поясничный отдел. И впоследствии приступим к первому упражнению. В процессе мы вам расскажем, почему именно такая последовательность упражнений сегодня нами выбрана. Объясним принципы подбора рабочих весов и цель конкретной тренировки, которая поможет достичь вам наилучших результатов. Первое упражнение сегодняшней программы – жим в машине Смита под углом 40 градусов. Так, почему такой угол, почему этот тренажер? Для того, чтобы впоследствии выполнить два самых тяжелых стержневых упражнения, которые вы позже увидите, нам надо разогреть хорошенечко грудные. Поэтому мы начинаем с верхогрудных, именно с тренажера. Верхушечка работает, а нижняя и средняя часть, которая будет задействована в следующих упражнениях, просто хорошо разогревается. Плюс в машине Смита у нас меньше задействованы сателлиты-стабилизаторы. То есть это даст свежую грудную клетку и свежий разогретый плечевой пояс для основных упражнений впоследствии. Выполнять мы будем таких 3 подхода по 12 повторений. Обратите внимание, локти мы вверху не вставляем в замок. То есть сводим грудными мышцами, растягиваем, сводим. Как будто вы пытаетесь сделать разводку, но в то же время участвует у нас плечевой пояс и локтевые суставы. Растянули, выдох. Очень плавные движения, неспешно. В этом упражнении за весом мы не гонимся. Как я уже сказал, 3 подхода по 12, можно даже выполнять 14-15 повторений. Главное хорошо разогреться, разогреть плечевой пояс и локтевые суставы. Второе упражнение сегодняшней программы – жим гантелей под обратным углом. Обратите внимание на скамью. Мы не стали делать это угол слишком большим наклоном, потому как неудобно с большими гантелями лежать на скамейке, неудобно их брать и неудобно ставить. Здесь угол получается приблизительно минус 5, минус 10 градусов. Зато спортсмену легче сконцентрироваться будет в дальнейшем на пиковых подходах с максимально возможным рабочим весом. И легче встать. Хотя помощь напарника все равно здесь потребуется. Но, как показывает практика, вот именно под таким углом можно выполнить максимально качественно и с наибольшим рабочим весом. Всего у нас будет 5 подходов. Первый подход ребята выполнят по 12 повторений. Потом будет добавляться вес. Будет 10 повторений, 8. 8 и 6 это будут пиковые подходы. И потом, в зависимости от того, с каким весом спортсмен выполнит 6 повторений, вес будет снижаться, и последний подход будет выполнен на 10 повторений. Первый подход, он самый важный, хотя бы и потому, что вес небольшой, но нам главное задать правильную амплитуду, вспомнить технику. То же самое, локти не вставляет Виталик, гантели слишком близко не сводить. Грудные сводим, а гантельки вверху остаются на определенном расстоянии. Своего рода вырисовываем усеченный треугольник. И именно когда вы с небольшим весом, с разминочным, вспомнили траекторию, освоили этот угол, только потом вы смело и безопасно сможете перейти к максимально возможному рабочему весу. Второй подход ребята выполнили по 10 повторений, слегка прибавив весе. И вот теперь мы подобрались к третьему, одному из самых тяжелых основных подходов. И здесь практически максимальный рабочий вес, который будет выполнен по 8 повторений.
Хочу напомнить, сегодня это стержневое упражнение. То есть, как мы любим использовать в наших программах, каждая часть тела, правая, левая, работает независимо. Именно под таким углом мы задаем максимальную амплитуду для проработки всех грудных. И нижняя, и средняя часть. Выполнив качественно именно жим гантели лежа, вы создадите фундамент именно для прокачки в сегодняшней тренировки всех грудных, учитывая угол, учитывая траекторию и амплитуду. Можно использовать пояс, можно использовать налокотники или кистевики, если для вас это упражнение тяжелое. Ну, хочется напомнить, что эта программа не для супер продвинутых спортсменов, а все-таки для тех ребят, которые еще находятся в первой половине своего спортивного пути. Поэтому, если у вас нет такой экипировки, как минимум воспользуйтесь помощью напарника, который сможет вас подстраховать. Четвертый подход этого упражнения выполняем на 6 повторений максимально возможным рабочим весом. Обратите внимание, Андрей забинтовал кисти, одел пояс, можно также бинтовать локти и обязательно попросите напарника вас подстраховать. 6 повторений. Lightweight, baby! И последний, пятый подход, который мы выполняем 10 повторений. Значит, смотрите, на 6 повторений Андрей брал 40 килограмм. Теперь наша задача выцелить, именно вырисовать максимально возможную красивую амплитуду. Широко разводим и хорошенечко красиво сводим грудными. То есть от 40 мы отступили, 38 не пойдет на 10, 36 тоже под вопросом. Андрей взял 34 килограмма. Теперь он выцеливает это упражнение и дорабатывает все запчасти, все мельчайшие детальки своих грудных мышц. С помощью, конечно же, напарника. Последний, пятый подход Виталика. У него был на 6 повторений 32 килограмма, теперь он берет 26. И смотрите, да, у него также получается красивая амплитуда, полнейшая детализация, но при этом это база. Еще один момент, то есть условности, как я всегда говорил, цифры это условно. Если вдруг вы почувствовали, что вес все-таки легковат, сделайте не 10, сделайте 11, сделайте 12 повторение. И наоборот, если все-таки вы переутомились и понимаете, что качественно не получится сделать или травмоопасно, сделайте 8 или 9, но не рискуйте своим здоровьем, не рискуйте своими суставами. Следующее упражнение все равно вас дожмет и доведет работу над грудными до ума, до конца. Обратите внимание, зачем мы вставляем подтягивания. Используем принцип растянутого подхода. После предыдущего упражнения ребята очень сильно устали. И чтобы дать возможности грудным мышцам, ну, в кавычках, отдохнуть, мы включаем 2-3 повторения подтягиваний. Это позволит запампленную мышцу как бы расслабить. То есть кровь из грудных перейдет в массив спины. Нам не нужно много повторений. 2-3, максимум 4 повторения, но очень четких, вырисовываем с красивой амплитудой. Выполняя такие подходы после каждого тяжелого упражнения, за всю тренировку у вас наберется один качественный подход, то есть 10-12 повторений. Это будет даже лучше и удобнее, чем выполнять подтягивания в тренировку спины. Третье упражнение, а точнее суперсет, жим штанги лежа и разводка. Жим штанги, как вы видите, мы выполняем горизонтальный, разводка будет под углом 30 градусов. Почему так?
После жима гантелей под обратным углом вы, конечно, уже хорошенечко грудь проработали. Но у некоторых спортсменов бывают незадействованные ресурсы, которые именно жим штанги и задействуют. Плюс на разогретый хороший плечевой пояс в этом упражнении вес будет уже не максимальным, но выполняем по 8-10 повторений жима. И для верхней части груди, как вы помните, которую мы разогрели в первом упражнении в машине Смита, делаем разводку, тоже в районе 10 повторений. То есть не обращайте внимания, что количество повторений не характерно для разводки, нас интересует суммарный объем работы. Допустим, 8 повторений в жиме и 8-10 повторений в разводке. Когда мы делали жим в машине Смита, угол был 40 градусов, в разводке угол 30 градусов. Поэтому весь верх хорошо проработан. После прокачки гантелями на жиме и штанге грудь в принципе налита. И для верхней части тяжелых упражнений именно в этой тренировке вам не понадобится. Еще хочется обратить внимание ваше на один нюанс. Вес рабочий, как в жиме горизонтальном штанге, так и в разводке, может меняться от подхода к подходу. Так как нам надо выполнить 4 таких суперсета, то держаться за вес не стоит. Главный ваш критерий – это техника. Да, вы включаетесь, да, включаетесь на максимум. 8 повторений после предыдущих – это уже тяжело. Если надо, просите помощи у напарника. Но не стоит гнаться за весом. Ваша задача не травмироваться, а прокачка вам и так обеспечена. То же касается и разводки. Первое упражнение, первый подход может быть с меньшим весом, покуда ваши жилы трещат, хрустят и не привыкли еще именно к этому углу в данный момент. Второй подход может пойти мягче, поэтому можно вес добавить. Третий также, на четвертый можно его убавить. Ваша задача, смотрите, огромная амплитуда, правильная техника и концентрация на рабочей зоне, на рабочей целевой зоне. То есть в данный момент верх грудных. И таких 8-10 повторений, 4 подхода, и практически ваша грудная в сегодняшний день готова и убита. Итак, мы закончили очередное тяжелейшее упражнение. И чтобы немного убрать налитость грудных, опять добавляем несколько повторений подтягиваний. От 3 до 6 повторений вам хватит. Амплитудно, повыше тянемся, внизу растягиваемся. Последнее упражнение сегодняшней тренировки – французский жим гантелями лежа. Да-да, трицепс у вас уже максимально утомлен. Теперь мы каждой рукой независимо берем свою гантельку и четко его вырисовываем. Вес вроде небольшой, но уверяю, больше 12-15 повторений у вас не получится. Однако, слишком маленький вес брать не стоит, потому что, когда ваши трицепсы идут в отказ, мы продолжаем помогать его дорабатывать грудными. Таким образом, обратите внимание на Андрея трицепс, как он включается в работу, вот, вырисовывается, это раз. И средняя часть грудных, вот она, продолжает включаться. То, чего не дает ни разводка, ни жим штанги. Именно такой жим. Вот. Поставит тренировки грудных жирную точку. Также можно использовать небольшое изменение угла наклона. Это даст вам большую растяжку трицепса, если вы хотите именно ее почувствовать, и сместить акцент именно при дожимании грудными. Вот как Виталик показывает. Главное, если вы используете угол, следите, чтобы локти, смотрели немножко назад. Гантелька опускается к уху. Тем самым дает максимальную растяжку трицепса.
Пора Виталику футболку снять, чтобы показать народу свой мощный трицепс. Кулачок ровный, предплечье не участвует. Отлично. Выполняет то количество повторений, которое он может сделать чисто, четко, на максимум. И когда начинают трицепсы уходить в отказ, переводим работу на грудные. Опять же, дожимается хорошенько трицепс и включается средняя часть грудных с акцентом на вверх. И таких 3 подхода по 12-15 повторений. Как я уже сказал, можно больше, можно меньше. Главное, чтобы вы почувствовали эффект от того, чем занимаетесь. И последний подход подтягиваний мы делаем уже не для расслабления грудных, ибо с ними мы закончили, а для того, чтобы суммарный объем, как я сказал ранее, именно в подтягиваниях достиг 10-12 повторений. Таким образом вы ощутите максимальный налив всего торса, груди и спины. Также можно менять разнообразие хватов, делать это пошире, поуже, под разными углами, слегка обратным. Колоссальный налив вам обеспечен, что даст в принципе хороший эффект для прироста общей мышечной массы. Итак, подведем небольшой итог сегодняшней тренировки. Мы сделали практически полноценный подход подтягиваний, несмотря на то, что тренировка была для грудных. Прокачали хорошо среднюю, нижнюю часть грудных базой, прошлись. Да, хорошо сделали жим гантелей тяжелый и вполне себе не слабый жим штанги. Верхнюю часть грудных проработали, получается, в машине Смита и разводкой. И зацепили в конце и без того разогретый трицепс. То есть такая не очень длинная, но мощная тренировка даст именно тот положительный эффект для набора мышечной массы, для увеличения силовых показателей и тем самым явилась более-менее щадящей для плечевого пояса и для локтевых суставов. Вам всем здоровья, благодарим клуб Orange за предоставленную возможность съемок. Андрей, Виталик, Дмитрий и команда, то есть Masters of Body всегда с вами. И Константин. Да, и я. Ставьте лайки, подписывайтесь, присылайте комменты. До новых встреч!